Привет, друзья! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, мне 52, и я переезжаю в Европу. Я, наконец, определилась с выбором страны, с выбором города, в который я собираюсь переехать. И вот этот город у меня за спиной. Море, пальмы и город Торревьеха. Я сюда приехала всего лишь на 10 дней. Это еще не переезд. Я приехала для того, чтобы оформить некоторые документы по ВНЖ. Я вам очень подробно, но не в этом выпуске, расскажу о том, какой ВНЖ я выбрала, где информацию я брала. Расскажу о общении с помогаторами. Будет очень много полезной информации, которая вам сбережет кучу времени, нервов и денег. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, подпишитесь и нажмите колокольчик для того, чтобы не пропустить важные новости. Но сегодня я буду рассказывать не о ВНЖ, а сегодня я вам буду рассказывать о своем каком-то сумасшедшем длинном и нелегком пути из Москвы в Аликанте и из Аликанте в Москву. Потому что я думаю, что многие из вас, сейчас у нас есть проблемы, да, с поездками в Европу, и многие из вас делятся такими своими лайфхаками интересных, странных, интересных, неинтересных, длинных, коротких маршрутов. Вот я решила с вами поделиться своим маршрутом. С одной стороны, он оказался очень интересным, потому что было много новых городов, новых людей, но с другой стороны, конечно, это был трэш. Это был маршрут для выносливых. Поэтому рассказываю, делюсь, если что, повторите мой подвиг. Повтори еще раз. Друзья мои, я добралась до города Гюмри. Для тех, кто не в курсе, это прекрасный город. Но я надеюсь, что прекрасный город в Армении, в котором живет мой друг, мой коллега Валера Варданян. Приветствуем! Да-да-да-да! Валера Варданян приехал вместе со своим другом. Валера, представь своего друга. Мой друг с детства, Ованес. Хороший товарищ. Все армянские рыбаки любят и почитают Валеру, потому что Валера автор и ведущий программы «Охота в Армении». Ой, охота в Армении, рыбалка в Армении. Кстати, охоту пора уже сделать. Короткая вводная часть про Гюмри. Значит, четвертый по величине город Южного Кавказа, второй, соответственно, в Армении после столицы. Это культурная столица Армении. Также с некоторых пор это официально называется культурно-спортивно-образовательная столица республики. Вы наверняка, если были на ВДНХ и видели павильон Армении, он сделан из розового армянского туфа. Это вот самый, он, да. Армянский розовый туф. Это очень красиво, это очень стильно. Это самый качественный и дорогой туф арктический. Вот вулканическая порода, гора Арагаз дает этот туф, вот же она. Угу. Черный. Вот, смотрите, вот прям розовый-прирозовый. Это не крашеный, это такой от природы, да? Вот да, как есть черный туф, это вот именно гюмрийский, лениноганский. Есть рыжий туф ереванский. Ереван Плаза, например, на Тульской, из того же. Ну, фасад точно. Там из того же туфа. Ага. А самый крутой розовый, да? Розовый, да. Он может быть не такой яркий, как тот же оранжевый, который совмещает с черным. Черно-оранжевое вот это вот модное сочетание, но розовый он самый дорогой, качественный, долговечный. Экологичный. Смотрите, какой красивый. Вот вокзал реально красивый, с такими панно. Ты бы видела внутри. С такими панно. Смотрите.
Это центральная площадь. А, это вокзальная Это площадь. привокзальная А площадь. смотрите, да. какой черный дом, интересно. А это что? Это Ленинаканский туф. Раньше А, это было отделение... черный туф, Да. ленинаканский. Раньше это было отделение милиции. Сейчас не знаю. Иваныч, что там сейчас? Ничего. Там сейчас ничего. Ванес все знает. Не из туфа дом-то? Дом не из туфа? Нет. Нет. Ой. Красотень. Ребята, смотрим. Здравствуйте. Можно я вас поснимаю? Это папа. Очень приятно. Вы помните Юля. его в «Рыбалка в Армении», Да, серия я помню. на озере Арпи, Сурем Вазгенович. Очень приятно. Моя тетя любимая. Вот такая красивая тетя у Валеры. Они с мамой так похожи. Такое благородное, красивое лицо. Хотела вам сказать, нет, Сусанна. без камеры, да, но очень. Я прям вами любуюсь. Мы когда зашли, Ага. у меня было ощущение, что мама там стоит. Они Да? так похожи с мамой. Мы поели тортиков местных, ребят, вкуснейшие тортики. Валера мне показал и снял красивые абрикосы недозрелые, которые я так и не попробую. Вот. А сейчас мы начинаем, после хорошего обеда, мы начинаем культурную программу. Будем смотреть на исторический центр Гюмри, просвещаться. Ну, реально очень красивый вокзал. Посмотрите. Ну, потрясающей красоты фойе, вестибюль. Тут, конечно, главное это витраж наверху и люстра. Ну и как всегда, понятно. рыжий ереванский И туф. рыжий ереванский. Это рыжий, да? Да, это рыжий туф. ереванский туф. Вот он, памятник первому паровозу, да? Да, это он и есть, в принципе. Это первый паровоз, это и есть да. реальный первый паровоз. Да. Он Введенный еще на угле или на дровах? на углях, конечно. На углях? Все-таки 19 век, Ну конец да, 19 да, века. Да, да. Ребята, вы чувствуете, какая я крутая? Я сама, без чьей-то помощи, забралась сюда. Вот вы понимаете, какая я спортсменка, комсомолка и кто там еще у нас был? Да, И просто красивая женщина, да. Подтверждаю. И просто красивая женщина. Это очень нелегко было. Да. Но вообще, если честно говоря, меня двое сюда затаскивали, но это никому об этом не говорите. Вы не видели, как я залезала, но вы увидите, без помощи не подходить. Я вам покажу, какая я спортивная девчонка. Так, самое главное не опозориться на всю страну. Это последнее. Да! Слушайте, вообще, Да ладно, ты справилась. это непросто. Вот только, что только не сделаешь ради красивого кадра. Ва! Аля! Вот мы сейчас приезжаем, раньше называлась площадь Ленина, сейчас как? Площадь Победы, по-моему. Ну это какое-то И административное вот если, здание, да? да, это чулочная фабрика бывшая, но вот Вот это, это чулочное. да, часы Нифига видишь, себе, сними что-то. часы, потому что это те самые часы, которые 20 лет стояли на 11 45, 41. 41. А почему 1,41? Именно в этот Просто их момент. стали? Нет, землетрясение, да. А. Их 20 лет не заводили потом. А самое страшное было в том, что ты идешь по городу, а города нет. То есть Это произошло прям за сколько? За несколько часов, за несколько минут? Как это все случилось? буквально секунд 30 это все длилось. 30 секунд? Да. Там было три толчка. Первый был самый сильный, второй был слабее, но разрушительный эффект был именно от второго. Ну, вот, и все, просто идешь Просто и город. сложился город. Да, нет города, просто вот такие завалы. Эта улица на самом деле главная улица города. Сейчас это Саят-Нова. Саят-Нова? Да, это известный Барт Ашух, армянский поэт. Вот, ну ладно, мы театр Уже еще... театр проекту, да? Да. На этой улице недвижимость стоит как на Садовом кольце. Это старый город, да. Здесь все дома, здесь нет ничего построенного позднее, чем 100 лет назад. Я второй раз уже вижу портрет Мкрчана. Он что, уроженец... Мы проехали только что... Да, проехали он его дом. уроженец Да, конечно, он уроженец. Гюмри, да? Гюмри, конечно. Наша гордость, Ой, наша любовь. Ребята, посмотрите, какая красота. Это очень атмосферно. Ура, это мы очень парковку красиво. нашли. Во, ребят, редкий случай. Это просто я везучая. Ребят, я вам что хочу сказать, пока мы не зашли в театр, Валера очень классный режиссер.
И он сколько-то лет назад заразился кинорежиссурой. И снял много Посмотрите, фильмов. кто пришел. Вот. Я хотела долго. Добрый день. Меня зовут Юля. Ованес, актер Я главной роли. узнала Сурена. Я только начала говорить о том, что Валера, его последний фильм про страшные события в Нагорном Карабахе я видела. Фильм называется «Сурен». Я вам покажу кадр, ребята, и вам несложно будет догадаться, что главного героя в этого фильма играл Он же- вот этот замечательный актер. Эти яблоки посадил я 30 лет назад. Театр размышлений, он находится прямо в сердце Гюмри, по которому мы только что с вами проехались. 196. И режиссер этого театра Ованес Ованесян, тот самый, мой друг, уважаемый очень в городе человек. И они ставят прекрасные спектакли. Ой, ребята, Этот театр – это атмосфера. это да. Хорен Абрамян знаменитый, один из 3 величайших актеров Армении. Слушай, получается, здесь Гюмри – это просто кузница, театры, да. кузница армянских актеров. Ты Да. же говоришь, Бакырчан отсюда. Вот он. У него дом в 500 метрах Ой, отсюда. ребята, вот здесь, а вот тот красивый мужчина с усами. Это такой. Петр Садамян впервые играл в армянском сцене Шекспира, Гамлета. Ну, он такой, Первый да, армянский он Гамлет. такой герой-любовник. Да. Хотя А Гамлет это- это не герой-любовник. Вот это, третий. это невротик. Это 3-й столб армянского актерства. Сос Саркисян, знаменитый. СССР. Он, кстати, прославился больше, снимаясь в российских фильмах, чем в Армении. Ребята, здесь вообще... Это Ты предбанник. Я даже хотела ему тюкнуться, но YouTube меня забанит, потому что это офигенно. Это вот, знаете, ребят, вы как будто в другую эпоху погружаетесь. Посмотрите, что творится здесь. Ой, печатная машинка. Ой, а это что, чаевые, что ли? Да, Ой, у меня нету наличных. А это чемоданы. это все реквизит, да. Это все реквизит. Ребят, а вы в подземелье, что ли, находитесь? Да, в И подвале. мы находимся все в подвале. А это, А сейчас тут идет репетиция. да, там репетиция. Вот чуть-чуть снимем. Я громкоголос. Мы еще, Ованес нам устроит еще экскурсию. А здесь у вас идет репетиция. Sen bozere kabada ketni. Pes kane çeyteni. Приятно. Zıngaza. Аскца. Zıngaza. Aç. Zıngaza. Za. Asksan. Nam. Хотите, покажу некий дорогущий оригинал? Но. Оригинал. Оригинал, Да естественно. ладно, да. Мы сдали в Лувр копию, чтобы... Ой, боже мой, даже это похоже на ястреба, да? И есть ястреб. Да. Нет, это сокол. Нет, сокол другой. А хотя, может быть, для ястреба он великоват. Он великоват для ястреба, Да, это да. сокол. Да, наверное, да. Это что за штука, на которой стоит? Это вертушка. А, ребят, это же это проигрыватель вместе с радиоприемником, да? Да, да, Это, боже мой, это же мое детство. Ой-ой-ой-ой-ой. 70-е годы. Причем оригинал, да, это не- да. Нет, а я просто помню, что но дома не было, но у богатых родственников это было очень круто. Ребят, здесь просто что ни дом, То Газпром. то Газпром. Нет, что ни дом, вот если солнце мешает, но я очень хочу, чтобы вы его увидели. Вы посмотрите на эту красоту. Это, соответственно, самый дорогой ресторан города. Где вот это? Да. Вот, ребят, самый дорогой ресторан. Смотрите, армяне, они же славятся работой по камню. Вы посмотрите, какая красота. Я так понимаю, что это не самое крутое, что можно увидеть, но это все равно красиво. Это старое. Просто. Да. Одна из примет южного города – это спящие на улице собачки. Солнца нет, но она все равно как бы греется на солнышке. Это что, раритет, да? ПШ. я- А ПШ, что это за знак такой ПШ? Я не знаю, что это, но это стоит сейчас дороже, чем Майбах. То бишь, сколько это стоит? Блин, я вот... Это победа. Это победа. Победа? Да. А это что за место-то? Это Гранд-отель. Это во дворе какого-то дворе Гранд-отеля. Гранд-отеля стоит реставрированная Победа. Да. И, как говорит Валера,
Она сейчас стоит дороже Майбаха. А вот еще одно красивое здание, посмотрите. Это что не здание, это красота. Старка что? Коньяки. Ага. Посмотрите, вот хорошо вот иногда быть блогером. Можно пользоваться служебным положением. Во-первых, тебе подарили книжку про Макарчана, а во-вторых, ребята, вот книжка. А во-вторых, ребят, вот из этой штуки, покажи, пожалуйста, вот из этой бочки. А, тутовая? Дубовая. Дубовая. Дубовая, да. Прямо из почки, прямо из туба. Из дубовой бочки я Валерий сказала, что я не пью, потому что я засыпаю. Но Но я его обманула. Потому что, ну как я не могу выпить? Спасибо вам большое за мир, да, это правда. Ребят, за мир. за мир во всем мире. Это какого года коньяк я пью? 78. 78-го года. Мизинчик. Прям пошел. Да, еще, подожди. Прям пошел. Все. Я и так люблю поговорить. Сейчас меня не остановит. Допивай. Да. А как ты так во рту так жамкаешь, да? Как надо пить правильный коньяк? Надо выпить, а потом... Она все выпила, я не успел с ней. И спать. Не дождешься. Не дождешься. Я вам еще раз хочу сказать, что быть блогером выгодно. А быть блогером в Гюмри еще выгоднее. Потому что мне Валера хотел сделать подарок, а хозяин магазина денег не взял. А это что? Это браслет цвета армянского флага и символа нашего герба. Гранат. Все, я из него снимать не буду. Спасибо большое. К нам присоединился Андрей, мой друг 20-летней давности. Я на это не подписывал. Да, ты еще подпишешься. Пока еще не видно. На этой стороне мы уже практически параллельно идем. Будет самая древняя гюмрийская церковь, центральная. Прям такая она, можно даже сказать, попсовая. Святой Богородицы. Называется в простонародье церковь Семиран. Вот она. Повернись и увидишь древнейшая в Гюмри церковь. Посмотрите, какая красивая. Армянские церкви, с моей точки зрения, они самые атмосферные, самые минималистичные и самые стильные христианские храмы. В детстве, я говорю, мы сбегали с уроков и обязательно всем классом в церковь свечки ставить. Ну вы даете. Да, у нас мы сбегали в кинотеатр, а вот в церковь. Да, в кинотеатре было интересно, мы с друзьями гулять хотели. И здесь, я говорю, все верующие, с мала до великого. В ресторанах, где готовят что-то настоящий тан, да? Тан, да. Но пахнет здесь очень вкусно. Так, смотрим. Вот какой, например, Цезарь. 1450 разделить на 4, это сколько будет?
Там именно 350 рублей. Ну, приблизительно цены-то московские. Я ему пишу, я говорю, он мне говорит, возле 4 фонтанов. Я говорю, где Александр Плат? А мне... Ой, как бы такая разведенная сметана. Сейчас Юля попробует. Да, сейчас я попробую. Я, знаешь, я после коньяка хочу понюхать и пожамкать во рту, да? Да. Он не такой кислый, как в Москве. Кислинка очень легкая. Он очень освежающий. Вот просто выпиваешь, и сразу свежесть такая. Ну, рассказывай, что это? Это говядина? Говядина в такой подливочке острой. К черту! Все вегетарианство, все диеты. Исключение углеводов. Все нас ради, будем жрать. Потому что... Вот с хлебом как совсем другое блюдо, да? А вечером еще шашлык. Да, не наедаемся. Не наедаемся. Мы сейчас идем с Валерой по улице Рыжкова. Я хочу просто вместе с Валерой рассказать о Рыжкове, чтобы народ знал. Иван, по-моему, Рыжков, я не помню. Хотя не помню, честно говоря. Это, председатель Совета Министров, премьер-министр. Да. Практически, да. И он на самом деле вот такой считается в свое время, друг Армении. И он в плане не ликвидации последствий, а гуманитарной помощи, всякой вот этой. Он очень многое сделал, и поэтому советское название этой улицы, улица Кирова, переименовали в улицу Рыжкова. Но я просто хочу сказать, я помню еще. Он, кстати, недавно умер в возрасте 90 лет, по-моему. Да, и здесь объявили, кстати, день траура. Вот, потому что вот по современному это один из крупнейших топ-менеджеров. Человек, который организовывал выход из таких кризисных, страшных ситуаций, как в том числе и землетрясение в Армении. В 88-м, да. Землетрясение, перестройка, вот война еще была. Первая Карабахская, и он во всем этом... он в принципе был тогда... Он был гениальным организатором. Да. Вот это просто... Вот сейчас он еще во времена коммунизма пытался перестроить властные структуры под современные реалии, но у него это, в принципе, получалось. Просто, наверное, времени не хватило, чтобы реализовать все то, что он хотел. К сожалению, мы из прошлого советского берем все плохое. Хотелось бы, чтобы мы брали, чтобы побольше выращивали и воспитывали вот таких, и учили вот таких Рыжковых. Мы только что поели мясо, обмакивали его в острый соус. Я такая сытая, довольная, но на этом дело не закончится, потому что вот сейчас за спиной у меня Валера, его папа и его друзья готовят настоящий армянский шашлык. Температура костра очень много значит. Надо нормально на уровне, не очень сильный и ниже. Не надо. А как можно понять температуру костра? Горит он и горит? Вот прям углей. Понятно. Руками. Вы руками определяете температуру углей? Уже нормальный костер или нет? Ты это увидишь сейчас. Будьте здоровы, чтобы был мир, и чтобы мы почаще друг к другу ездили в гости. Мне было с вами очень хорошо. Спасибо большое. Давайте. Чин-чин. Мы тоже очень рады, что вы находитесь здесь. В общем, сейчас 23:07. Если вы меня видите и видите Валеру, мы двинулись в Ереван. В аэропорт Еревана, откуда я полечу ночью в славный город Рим. Я даже немножко поспала на Валериной кровати. Я думаю, жена его простит.
Он наконец включил свет, и мы друг друга видим. Вот, поэтому, а сколько мы будем ехать, Валер? Часа в нормальном, спокойном темпе, часа полтора. Полтора часа. Представляете, какие у меня друзья? Везут меня 1,5 часа. Ой, это надо показать. Мы практически плывем. Ну вот сейчас туда тоже поплывем. Ай-ё-ё-ё! Аквапланирование. Нифига себе! Морских. А это что были? Такой ливень был? Да. Ты пока спала, там Нифига себе. хляби небесные разверзлись просто. Ставьте на весы, пожалуйста. Ну, ладно, работай, Юля. Обычно я на тебя работаю теперь. Ну, чтоб наклеить. Жидкости, режущие, колющие вещи есть? Когда-нибудь видел такое? Вот дай-ка я покажу, что это. Рейс в Рим. Что за дела? Армяне что, разлюбили Рим? А я вот не знаю, почему. А может, они все рано приезжают? В Риме я ничего не снимала, у меня просто тупо не было сил. После ночного рейса Ереван-Рим я хотела 2 вещи – принять душ и поспать. Вот, к сожалению, в этот раз долгожданной встречи с Римом у меня не случилось, и на будущее я вообще зареклась летать ночными рейсами пересадочными, чтобы сэкономить на отеле. Все-таки уже не девочка, чтобы тусить сутками без сна и отдыха. Короче, я провела в Риме 10 изматывающих часов и была очень счастлива, заняв кресло в самолете Рим-Аликанте. У меня оставался последний рывок, это час езды на автобусе от аэропорта Аликанте до Торревьехи, и я уже даже не помню, как я добралась до апартаментов Торревьехи. Слава богу, я в Торревьехе. Я пришла наконец в себя, я помылась, помыла голову, уложила, и теперь похожа на человека. И готова продолжать вам свое повествование о моем путешествии из Москвы в Аликанте, долгом путешествии обратно. Ну, не в Аликанте, в Торревьеху, но прилетела я в Аликанте. Для самых внимательных, те, кто увидел мой фильм о Торревьехе, наверняка не обратили внимания, что я в тех же самых интерьерах была и зимой. Да, я приехала в те же самые апартаменты, и, будучи очень опытным путешественником, поменяв какое-то неимоверное количество апартаментов, могу сказать, что это одни из самых, а может быть самые, пока на данный момент, лучшие апартаменты, идеальные по всему. По соотношению цены и качества, по локации, по обязательности, предупредительности хозяйки, по необыкновенной чистоте и потому, что они настолько укомплектованы всем необходимым, даже тем, что я не ожидала. Это 5-й этаж, последний этаж, вот лифт, и это апартаменты. А начинаются они с небольшой прихожей, что, кстати, не свойственно испанским апартаментам, потому что ты, попадая в квартиру, сразу попадаешь в гостиную. А здесь есть небольшая прихожая, где я оставляю обувь. Это очень удобно, потому что песок ты не заносишь в квартиру. Вот, сама квартира, я очень ее люблю. Посмотрите, какая она светлая. Она сделана в таком стиле Прованс, это гостиная. Идем дальше. Замечательная маленькая кухонка, ее называют испанцы американской. Она, видите, через такое окошечко соединена с гостиной. И что меня, конечно, поразило, просто убило наповал, это то, что в кухне есть все. Вот даже есть то, чего я не ожидала. А чего я не ожидала? Вот видите, стиральная машинка. Открываем, и здесь стиральный порошок. Это все входит как бы в комплект квартиры. Я такого не видела. А здесь есть растительное масло. А здесь есть все необходимые специи. И даже те, которых я не знаю. Кофе, чай, макароны. Даже есть мюсли. А это спаленка, прекрасная, уютная спаленка. Ее огромный плюс – то, что окна выходят в патио. Многие риэлторы почему-то говорят, что это плохо, когда окна выходят в патио. Вот такое патио.
И чем это хорошо? Тем, что тихо. Тихо. Все-таки Торревьеха не самый тихий город, особенно в туристический сезон. Посмотрите, какие зеркала. Очень стильно, очень уютно, очень с большой любовью сделана эта квартира. Идем в самое мое любимое место, где я фактически жила и зимой, и летом. Это балкон, наверное, больше на террасу похож. Посмотрите, какой он огромный. Он просто, это как отдельная комната. Здесь я и ем, и работаю. Здесь я, когда слишком много поработаю или поем, я отдыхаю. И опять снова про то, что есть в этой квартире, чего я вообще не ожидала. Вот есть такой шкафчик хозяйственный. Мы в него заглядываем. Ну, понятно, что мы видим утюг, мы видим гладильную доску, но мы видим еще специальные лежаки для пляжа. То есть не надо покупать, вы можете просто воспользоваться этими лежаками. Лежаки и зонт еще, ребят. Это вообще феноменально, феноменально, я хочу сказать. Совсем не жадная хозяйка Азалия. Огромный ей привет, потому что, мне очень нравятся эти апартаменты. И, ребят, тележка. Если большая семья, очень удобная штука для покупки продуктов. Меркадона рядом. Взяли тележку и пошли. То есть вообще ничего покупать не надо. Даже стирального порошка. Вот. А это вид. Такой типичный вид центральной Торревьехи. Кстати, улица тихая. И самое главное, что еще тихие соседи. А вот там Меркадона находится, совсем рядышком. Там находится Меркадона, и рядом с ней находится автовокзал. Геолокация феноменальная, топовая. В общем, я очень довольна и очень рекомендую вам, если вы будете в Торревьехе, если вас двое, это на двоих все-таки, на одного, на двоих, потому что одна спальня, то очень рекомендую вам остановиться в этих апартаментах. Ссылку на них я оставлю в описании под видео. Welcome! Азалия будет рада. А я буду рада, если я привлеку в ее замечательные апартаменты новых, хороших, интересных, приличных людей. Вот, так, значит, что у нас дальше по плану? Для чего я, собственно, приехала сюда? Для чего я, собственно, сюда приехала? Вот я сегодня буду отдыхать. Я сегодня уже сходила на пляж. Мне нужно прийти в себя, потому что после такой дороги, как минимум сутки нужно побыть немножко сомнамбулой. А завтра я иду в компанию, которая занимается в Торревьехе оформлением ВНЖ, для всех, в том числе для русскоязычных. Вот я пришла, называется Terra Nostra, ассоциация, которая помогает русскоговорящим, да нет, не всем иммигрантам в Испании освоиться, и они в том числе оформляют ВНЖ. Я хочу получить ВНЖ Новокуратива. И, насколько я знаю, очень ужесточились требования в московском консульстве к таким желающим. В какой части они ужесточили? Что придумали для нас? Для нас что придумали? Очень много моментов изменилось за последние 2 года. Если раньше испанское консульство принимало обычный договор, оформленные в соответствии с гражданско-правовыми отношениями, подписанные 2 физическими лицами, то теперь не устраивает данная форма договора, она должна быть зарегистрирована в налоговой инспекции Испании. То есть для несведущих речь идет о долгосрочной аренде жилья. Да. Таким образом, они отслеживают... это фильтр для эффективной аренды. Да, да, да. Да. Кроме того, в общих требованиях консульства нету ни единого слова по поводу того, чтобы денежные средства, на которые претендент на ВНЖ будет жить первый год в Испании, располагались на испанском счете. В требованиях консульства, выложенных на сайте, такого нет. Но негласные требования консульства все-таки подразумевают данный пункт, и консульство просит, чтобы денежные средства располагались на каком-то европейском счете, в идеале, чтобы это был испанский счет. Ребята, я сейчас иду получать карточку с испанским ИБАНом, то бишь весовскую карточку, которую сейчас
русскоговорящим без ВНЖ вообще практически невозможно получить, а я получу. И сейчас я вам расскажу, как это все происходит. Открыли за 5, да там, если бы еще не разговаривали, еще быстрее бы открыли. За 5 минут, значит, онлайн-банк «Никель», поставили мне предложение, и теперь мы прошли метров 100 для того, чтобы получить карточку. Так вот, мы пришли в пункт, ага. Нам необходим паспорт и код, который мы получили на телефон. Нам говорят, что нам нужно заплатить 25 евро за карточку. И... А 250 сразу можно положить? Да, и мы положим деньги на счет. Первая сумма должна не превышать 250 евро в первый месяц. А потом, давайте сразу все условия, потом не больше 950 евро я могу класть. 950 евро в месяц по запросу в банк, можно написать в банк, в атенсионер клиента банка, и запросить, какую максимальную сумму можно будет положить потом. А, то есть она может меняться? Она может меняться. Надеюсь, в большую сторону. Конечно. Да. Еще очень важно, 2% банк берет за внесение, 2% от суммы депозита. Да. Угу. Так, ребят, ну что, расстаюсь со своими кровными. Так, где у меня? Ну-ка, где у меня? Так, вот я, ребята, сейчас отдаю 275 евро. Это 250 я кладу. Ну, еще раз повторю, и 25 открытия. Vale, ese PIN es persona. Okay. Datos de la señora, Sí. su tarjeta. Сейчас он не может положить деньги на счет в связи с тем, что у него не работает терминал. Он сказал подойти чуть попозже. Сервис по-испански. Так, в смысле, он не может положить, а счет он, карточку он мне сейчас даст? Карточка уже у нас. Ребята, покажите, та-да-да-дам! Вот она, карточка. Gracias. Распаковываем нашу карту. Карта дебетовая. Оранжевая. И последний шаг, мы должны ввести для идентификации фамилию, как указано в паспорте. Вот, ребята, открыт мой счет, пока на нем, как видите, 0,0 евро. Здесь будут отражаться движения по счету. Здесь у вас карточка и настройки для бесконтактной оплаты. Дальше транзакции, ваш профиль, посмотреть ваши реквизиты, Юлия Рябинина, ваш испанский номер счета и далее контакт с сотрудниками банка и помощь от них. И что теперь я могу с этой карточкой делать в ЕС? То есть оплачивать сервисы? Оплачивать все, что хотите. Полностью рабочая карта для Европы. Собственно, на этом обязательная программа была выполнена. Но прежде чем окунуться в атмосферу курортного отдыха, я неформально пообщалась с сотрудниками компании, которые будут оформлять мне ВНЖ. Сходила с ними на русский рынок, поела мороженого на набережной и послушала занимательные истории о жизни в Испании. Людьми они оказались очень приятными, но рекомендовать их, по крайней мере до того, как получу долгожданную визу в Испанию, не буду. 10 солнечно-купательно-загорательных дней пролетели незаметно, и настала пора возвращаться в Россию. 6:30 утра, я на автовокзале города Таревиль. И в 7 часов утра отсюда отправляется автобус в Аликанте. И из Аликанте я полечу в город Гданьск, славное государство Польши. Друзья, прошло 3,5 часа полета, и я в городе Гданьске. Из аэропорта Гданьска я добиралась автобусом 210 до железнодорожного вокзала.
автовокзал, с которого едут автобусы до Калининграда, находится совсем рядом, на задворках, я бы сказала, вокзала. И, к сожалению, я подумала, что у меня еще будет время на то, чтобы прогуляться по великолепному, моему любимому Гданьску, но времени у меня нет совсем. Поэтому пойду и немножко перекушу и отправлюсь на автовокзал. Насколько в Гданьске красив вокзал, видите, за моей спиной видны шпили этого такого а-ля готика железнодорожного вокзала, настолько в Гданьске страшен автовокзал. Ребят, это, видимо, остатки советского времени, потому что снаружи, что внутри, зрелище очень грустное. Знаете, как маленький вокзал в Мухосранске. Но в любом случае отсюда можно доехать до России, до Калининграда. Вот если будете стоять лицом к вокзалу, то с этой стороны как бы основной автовокзал, где идут автобусы по всей Польше, а с другой стороны как раз останавливаются автобусы, которые идут до Калининграда. Имейте в виду, они стоят на отдельной платформе, на 11-й платформе. Так, на часах 23:15, и я только что заселилась в калининградский отель. В общем, ребят, в 5 часов я выехала из Гданьска, в 23 заселилась в калининградский отель. Ну, вообще, конечно, это трэш. Это получается... Ехала я 6 часов, наш автобус ехал 6 часов, и мы, мне кажется, часа 2, если не больше, стояли на российской границе. Поляки нас выпустили очень быстро, даже не проверяли багаж, а вот на российской таможне шмонают, конечно, основательно, и причем, что, я так понимаю, шмонают в основном людей без российских паспортов. Там была женщина с грузинским паспортом, 2 с украинским, их даже оставили, кого-то оставили на таможне, не допустили. И, в общем, это очень выматывающая дорога. В этот раз они у меня какие-то сильно выматывающие. И хочу поделиться лайфхаками, они могут вам, наверное, пригодиться, если вы будете путешествовать в Европу вот такими маршрутами, ну, сейчас только окольными маршрутами можно туда путешествовать. Если бы я ехала этим маршрутом, что бы я сделала? Во-первых, я бы все-таки осталась в Гданьске, потому что я его не посмотрела, а город достоин того, чтобы его посмотреть. И с утра на следующий день отправилась бы в Калининград. Это раз. И второе, вот как покупать билеты из Калининграда – большой вопрос, потому что ты не знаешь, когда ты приедешь. По идее, тебе нужно еще и в Калининграде провести день и на следующий день уехать. Поэтому, в общем, второй совет – не покупайте билеты в тот же день, в который вы едете с Гданьска, потому что вы не знаете, когда вы приедете. Лучше все-таки переночевать в Калининграде и уже спокойно уехать. В общем, дорога в этот раз была не для слабонервных и не для слабаков. Как-то я ее перенесла. Но, надеюсь, мои советы вам помогут как полегче справиться с этим маршрутом. Вы можете придумать какой-то более интересный маршрут. И вообще, давайте друг другу поможем. Давайте расскажем о самых прикольных, самых интересных, самых недорогих и более легких маршрутах из Москвы в Аликанте и обратно, чтобы мы могли ими пользоваться. Так что, друзья, я, честно говоря, без рук, без ног, я ложусь спать. Завтра в 11 я на самолете вылетаю в Москву, и мое путешествие на этом заканчивается. Но мы еще увидимся. Ребят, что делают нормальные люди, когда в день накануне они весь день ехали на перекладных? Встали в 5 утра, самолет, автобус,
долгое ожидание на границе, и только в 23 часа добрались домой. Нормальные люди отсыпаются, а ненормальные люди просыпаются в 6 утра, и раз у них впереди столько много времени до самолета в Москву, можно что-нибудь поснимать. Вот. И я сейчас для вас сниму короткое видео из разряда «Почувствуйте разницу». Я уже показывала, да, свои апартаменты в Тревьехе. Двухкомнатные апартаменты, рядом с морем, все есть, все круто. А теперь за ту же самую сумму эти апартаменты я снимала за 45 евро, а этот номер в Калининграде я снимаю за 4500 рублей. То есть за ту же самую сумму я вам покажу мой номер в Калининграде. Так, ну вот попадаем в мой номер, и запахло таким жирным совком, понимаете. Посмотрите, какие кресла, какой стол. Еще один стол. И лампа. И картина. А посмотрите, какой потолок. Какой замечательный протекший потолок. Кстати, находится отель в бывшей комнате отдыха железнодорожного вокзала. Вот, везде такие коробы для проводов. Но ванная, посмотрите, какая у нас ванная. Она огромная, она большая, но ты попадаешь сюда как будто в какое-то подземелье, потому что здесь очень темно. Есть ванная, душевая кабина. В зеркале очень сложно себя разглядеть, тем более... Ой, надо свой мейкап поправить. Тем более накраситься. Ну, посмотрите, все какое. Вот. Интересно, когда здесь ремонт делался в последний раз? Душевая кабина тоже, это прям... Я не знаю, когда они ее поставили. Все в плесени, потекшее. Вчера я залила весь пол, потому что дверцы не закрываются. Одна вот закрывается, вторая никак не закрывается. Гуляя по улицам Калининграда, я еще раз пожалела, что не осталась на ночь в Гданьске. Против него Калининград – город безликий. Одно радовало, что через несколько часов я вернусь в Москву. Самый любимый город на земле, который я теперь хочу покинуть навсегда.